Привет! Сегодня у нас детальный разбор двух форматов аудиофайлов, популярных в мире цифрового аудио. Привет! Конкретно хотим сравнить несжатый флаг или uncompressed флаг и WAV. Наша задача разобраться, что это такое несжатый флаг, чем он на самом-то деле отличается от WAV и как его получить себе. В общем, давайте начинать. И поддержите нас лайком и подпиской, чтобы мы раскрывали еще больше секретов качественного звука. Пишите комментарии, с чем вы согласны или нет. Пишите в комментариях ваши вопросы. Информация в этом ролике максимально сжата, ничего лишнего. Поэтому обязательно смотрите до самого конца, чтобы не пропустить ничего важного. И если будет интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. Да, тема действительно горячая, по крайней мере для аудиофилов, да и для всех, кто просто хочет качественный звук, но без лишних заморочек. Точно. Давай, начнем с основ. Вот несжатый флаг. Он сохраняет аудиоданные бит в бит, то есть это как бы идеальная копия исходника. Совершенно верно, да. Флаг — это же Free Lossless Audio Codec, то есть кодек без потерь. Он умеет сжимать размер файла, но... важно, без потери качества звука. А вот несжатый флаг — это, по сути дела, те же самые исходные аудиоданные, что и в WAV-файле, просто они как бы обернуты в контейнер флаг. То есть звуковая информация, она идентична в любом виде? Абсолютно. Вот если взять звуковые данные, они один в один, как у WAV. Тогда если звуковые данные те же самые, в чем практическая разница? Вот для меня, как для пользователя, между несжатым флагом и, старым добрым WAV. Неужели только расширение файла другое? Не совсем так. Смотри, ключевых отличий, можно выделить два. Первое и, наверное, самое важное на практике — это метаданные. Теги, обложки, вот это все. Именно. У флаг есть четкий понятный стандарт, как хранить обложки, названия треков, имена исполнителей и так далее. И это значит, что почти любой современный плеер все это покажет правильно. А вот у WAV с этим, скажем так, настоящая лотерея. Почему лотерея? Разные программы и устройства читают теги по-своему, а то и не читают вообще. Так что вот реальный выигрыш флаг — это порядок в медиатеке, это просто удобнее. Стоит упомянуть, что теги в WAV имеют в основном широко известный формат ID3, как в MP3 файлах. Метаданные в WAV находятся в отдельном блоке данных или чанк. Идентификатор этого блока не стандартизован, и поэтому плеер может просто не понять, что это метаданные. И блок просто игнорируется. Окей, с метаданными убедительно. Это да, это практично. А второе отличие? Ты сказала два. Известно что-то про теорию влияния на звук при воспроизведении. Звучит, честно говоря, немного как аудиофильская такая... ты поняла. Насколько это серьезно? А вот это как раз второе. Да, оно более теоретическое, скажем так. Гипотеза такая. Есть обработка файла при воспроизведении. Его нужно как бы распаковать из контейнера флаг, разжать. Так вот, сторонники гипотезы считают, что эта минимальная обработка создает дополнительную нагрузку на процессор. И эта нагрузка может порождать какие-то электрические помехи, шумы компьютера, и они в дополнение ко всему остальному могут повлиять на итоговый аналоговый сигнал, который мы слышим. А WAV? А WAV читается как есть, напрямую, без вот этого этапа разжатия. Но тут отметим важный момент. Что это все теория? То, что влияние это в основном ничтожно мало на современных нормальных системах и очень сильно зависит от конкретного железа, от аудиотракта. Это больше такая, пища для размышлений для самых-самых требовательных. Нереальная проблема для большинства. Акустика комнаты или качество наушников влияют на звук на порядки сильнее, чем вот эта гипотетическая разница. Ясно. То есть услышать разницу вот именно из-за этого, крайне маловероятно. Хорошо. А если сравнить
Не сжатый флаг уже со сжатым флаг. Тут как? Разница только в размере файла или что-то еще? Вот тут именно так, и это важно подчеркнуть. Сжатие во флаг — это как, zip-архив, только для музыки. Например, в аудиоконвертере AUI-конвертер есть 10 уровней сжатия флаг, включая несжатый, uncompressed. Ага. С ростом уровня уменьшается размер файла и скорость сжатия. Но при воспроизведении данные восстанавливаются абсолютно точно, бит в бит, в первозданном виде. То есть качество звука у сжатого и не сжатого флаг? Абсолютно одинаковые. Тут без вариантов. Выбор между ними — это просто личное пожелание. Сжатый флаг экономит место. И прилично так экономит. Процентов на 40 меньше, чем WAV или не сжатый флаг. Ого, 40% это существенно. Да. Не сжатый исключает вот этот самый, пусть и минимальный шаг проспаковки при воспроизведении. И чуть меньше нагружает процессор, если уж на то пошло. Оптимальным уровнем сжатия, кстати, часто считают 5. Считается хороший баланс между размером и скоростью кодирования. Хотя на современных компьютерах скорость обработки не сильно зависит от уровня, что для кодирования, что для декодирования. Теоретически возможны проблемы с устройствами. Просто нужно на практике проверить свое устройство на возможность работы с определенным уровнем сжатия. Разобрались. Ну и вот, предположим, кто-то решил, что ему нужен именно не сжатый флаг. Допустим, ради идеальных метаданных и спокойствия души. Как его сделать с помощью программы аудиоконвертера? Сложно? Нет, процесс там довольно простой. Первое. Запускаем аудиоконвертер. В нашем случае это AUI-конвертер. Так, второе. Жмем кнопку Open Files, открыть файлы, выбираем наш исходник, например, WAV, или другой формат без потерь. Третье. В главном окне программы там есть панель «Формат». Выбираем флаг, нужную битность от 16 до 32 бит и частоту дискретизации от 4400 Гц до 384 кГц. Тут все стандартно. Окей. Четвертое. И вот это ключевой момент. Идем в Settings. Это настройки. Там вкладка General. Находим ползунок с названием «Степень компрессии флаг». И двигаем его до упора влево, в самый минимум. Вот это и есть режим несжатого флага. вот оно что. Понял. Нажимаем кнопку «Ок». Пятое. Выбираем папку, куда сохранить результат. Поле Directory Output Files. И шестое жмем «Старт». Все, процесс пошел. Через какое-то время получаем наш несжатый флаг. Действительно, вроде несложно. Слушай, а размер несжатых флаг-файлов, сделанных разными программами, может чуть-чуть отличаться. Как так, если аудиоданные-то одни и те же? Да, есть такой технический нюанс. Можно представить файл как книгу. Аудиоданные внутри делятся на такие блоки, кадры, как главы в книге. Так вот, разные программы могут делать эти главы чуть разного размера. Это первое. А второе, формат FLAC позволяет оставлять так называемый padding. Пэддинг? А это что? Это небольшое пустое место в конце файла. Как знаешь, пустые страницы в конце книги оставляют иногда. Зачем? А это нужно, чтобы потом можно было легко дописать или изменить метаданные. Обложку поменять, теги поправить. Не переписывая весь файл целиком, просто в это пустое место записать. Хитро. Да, и вот размер этого пустого места, этого пэддинга, разные программы могут делать разным. Отсюда и небольшая разница в итоговом размере файла. Но сама история, сами аудиоданные, они остаются абсолютно идентичны в любой программе. Это важно. Если нет программных ошибок, конечно. Ясно. Итак, давай тогда подведем итог. Что у нас получается? По качеству самого звука сжатый, не сжатый флаг и WAV полностью идентичны.
Точно. Флаг выигрывает за счет стандартных удобных метаданных. Да, порядок медиатеки. WAV и несжатый флаг, в свою очередь, выигрывают за счет полного отсутствия даже теоретической необходимости какой-либо распаковки при воспроизведении и появления в связи с этим помех в аудиотракте, что в то же время является крайне спорным моментом. Для тех, кому это важно. А сжатый флаг — это просто отличный способ сэкономить место на диске, не теряя при этом в качестве звука ни капли. Совершенно верно. В итоге выбор формата упирается в личные приоритеты пользователя. Что для него важнее? Экономия места, идеальный порядок в тегах или вот это абсолютное спокойствие насчет отсутствия любой обработки при воспроизведении, пусть даже и чисто гипотетической. Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео. Это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны или наоборот все, как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы. И, если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательное погружение в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых видео, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречным.